Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на канале Ирина Брилева. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня видео 2 в 1. Давненько у меня не было наращивания на канале, а также давно не снимала маникюр на себе. Поэтому сегодня делаю наращивание на своих ручках. Часто в комментариях вы меня просите показать наращивание левой рукой на правой. Как раз сегодня такой случай, что мне очень хочется поскорее снять старое покрытие, и можно даже будет нарастить ногти, потому что ногти у меня все поломаны, и нужно их будет укорачивать в ноль. Маникюр свой я окончательно испортила в лесу, там мы были 3 дня, поэтому с трудом отмыла руки до приличного состояния и вперед делаю наращивание левой рукой на правой. У меня тут огромные отслойки, сразу убираю их кусачками. Дело в том, что в прошлый раз я экспериментировала с базами и решила на 2 руках покрыть разные базы. На правой руке у меня Gloss Premium, а на левой руке Attica гель база. И вот что хочу сказать. Правая рука у меня относилась отлично, а вот на левой огромнейшие отслойки практически на весь ноготь. Дело в том, что гель-база подходит все-таки больше для длинных ногтей, когда нужно сделать правильную архитектуру, аккуратно выложить, чтобы она никуда не утекла, она более густая. А вот в моем случае на тонкие, ломкие, короткие ногти больше подойдет каучуковая база, такая, например, как у меня, Gloss Premium. Аккуратно снимаю покрытие, делаю это на форварде. Не забываем, что работаю я левой рукой, поэтому слишком высокие обороты я себе не включаю. Делаю чуть-чуть меньше, чем обычно, примерно 17-18 тысяч, и плавными движениями, не надавливая, снимаю покрытие. Да, наращивать ногти самой себе это неудобно, долго. Ну а что делать? Есть очень много людей среди нас, которые сами себе делают постоянно маникюр, делают наращивание, даже умудряются выложить инкрустацию очень красивую. Я такими людьми восхищаюсь, молодцы. Лично я наращиваю себе в данный момент ногти только ради видео, чтобы вам показать наращивание. А сама же я предпочитаю, чтобы мне кто-то сделал быстрый и качественный маникюр. Я потратила на это минимальное количество времени и еще и отдохнула заодно. Убираю теперь длину ногтей. А далее пилочкой на 180 грит зашлифовываю поверхность. Сравниваю базу, которая осталась на ногтях, с натуральным ногтем. Делаю это легкими движениями, чтобы не сильно перепиливать ногтевую пластину. Вот что у нас получилось в итоге на этом этапе. Теперь дальше. Отодвигаю кутикулу пушером. Теперь пламенем, как обычно, убираю птеригий. Работаю на форварде, обрабатываю левую сторону. Затем переключу аппарат на реверс и обработаю правую сторону. Сегодня у меня в работе фреза пламя 0,21 диаметра с синей насечкой. Работаю на 15-16 тысячах оборотов.
Теперь хорошо убираю пыль, обезжириваю ногтевую пластину Nail Prep и прохожусь праймером. Покрываю все ногти тонким слоем базы Gloss Premium. Это жидкая каучуковая база, она подходит для тонких ногтей и хорошо тоже послужит нам подложкой под искусственный материал. Покрываю сразу на 4 ногтя и отправляю в лампу на 60 секунд. Теперь следующим этапом делаю подложку. Для этого нужно подставить форму. Форма под ногтем должна стоять ровно, поэтому проверяем, отворачиваем ручку от себя, смотрим симметрию, на себя смотрим симметрию и тогда уже выкладываем материал. И еще важно проверить вид сбоку. Форма не должна клевать вниз и не задираться вверх. Выкладываю тонкую подложку с помощью прозрачного геля. Сегодня буду делать арочный квадрат. Давненько у меня не было красивых правильной формы квадратов. Для этого важно выложить материал так, чтобы в точках вроста у нас было достаточно материала. Часто бывает так, что положишь материала чуть-чуть меньшим сбоку, а потом оказывается, что у нас не хватает боковой параллели. Так вот, лучше положить больше, а потом спилить. Отправляю в лампу на 20 секунд, а дальше зажимаю арку. Арку я зажимаю своими давними старыми тонкогубцами, им уже лет 10, и они прекрасно справляются с этой работой. Далее убираю форму и отправляю ноготь досушиваться. На левой руке после подложки я выкладываю блестящий глиттер. Это нужно для того, чтобы потом с обратной стороны у меня ногти блестели. Ну так вот я сегодня себе придумала. Просушиваю глиттер в лампе, а далее буду выкладывать камуфлирующий полигель. Выдавливаю горошинку, выкладываю на центр ногтя и аккуратно распределяю. Чтобы материал не тянулся за кистью, периодически смачиваю кисть в спирте. Сразу делаю архитектуру, разравниваю так, чтобы мне все понравилось. Отправляю в лампу на 30 секунд и снова зажимаю арку. Жму тонкогубцами секунд 20 и опять отправляю в лампу досушиваться. Не очень уж получается работать полигелем самой на себе, особенно левой рукой. Но ничего, так бывает. Все хорошо просушиваю, а далее буду работать аппаратом. Теперь твердосплавной фрезой с синей насечкой спиливаю явно все лишнее. Тут же фрезой корректирую длину.
Теперь этой же фрезой работаю справа налево, как бы убирая все бугры и впадинки. Этими же движениями формирую апекс, чтобы не получилось орлиных клювиков. Теперь работаю пилкой. Пилку взяла пожестче, она у меня 100 на 150 грит, чтобы лучше все и быстро спилить. Пилочкой для начала формирую боковые параллели и убираю длину лишнюю. Теперь опиливаю вид сверху и вид сбоку. Работая левой рукой, я двигаюсь не пилочкой по ногтю, а ноготь тру опилку. Но в случае работы левой рукой тут кто как приспособится. В данной ситуации все средства хороши. Особенностью арочного квадрата является его арка и незауженные боковые параллели. С безымянным пальчиком я чуть-чуть, конечно, напортачила, там он у меня уходит в сторону. Ну, такое бывает, ничего страшного, я это переживу. А вот указательные и средние получились идеальными. И когда вид сверху и сбоку меня уже устраивает, выпиливаю изнанку. Это нужно для того, чтобы визуально ноготь сделать тоньше, а арочку глубже. Смотрю теперь торцы, проверяю, все ли меня устраивает. И вот на среднем видно, что левая сторона толще правой, поэтому сверху еще ее нужно допилить. Следующим этапом шлифую наши искусственные ногти, для того, чтобы они стали более гладкие и гель-лак ложился ровно. Теперь навожу марафет, делаю маникюр. Срезаю кутикулу ножничками. Убираю все заусенцы, дорабатываю боковые валики. По бокам у меня наросло много грубой кожи. Я люблю, чтобы там было все срезано и заполировано. Лично на себе я не люблю длинные яркие ногти, поэтому буду покрывать нюдовым цветом. У меня сегодня 0,50 от торговой марки Milano, палитра 10 мл. Покрываю в 2 тонких слоя с промежуточной просушкой. Покрываю топом Gloss Premium с липким слоем. Вот такие вот получились у меня ногти. Длинные, квадратные, арочные. На левой руке у меня вот такая вот блестящая изнанка. На правой такой нет. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте пальчик вверх, не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока! You're like a circle that floats around
keeping me safe and sound.